Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Международный олимпийский комитет МОК выступил с заявлением, в котором попросил Международный союз конькобежцев ИСУ допустить больше спортсменок в произвольную программу Олимпийских игр 2022 из-за ситуации с россиянкой Камилой Валиевой. В МОК считают, что следует допустить 25-ю спортсменку к участию в произвольной программе одиночного турнира фигуристок на Олимпиаде в Пекине, если 15-летняя Валиева войдет в список 24 по итогам короткой программы. Также в МОК постановили, что если 15-летняя Валиева попадет в тройку призеров женского одиночного турнира по фигурному катанию, то церемония награждения проводиться не будет. Если Камила Валиева попадет в тройку лучших спортсменок в женском одиночном катании во время зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине, то церемония награждения, как и цветочная церемония, не состоится, говорится на официальном сайте МОК. Исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, информирует сайт организации. Все официальные награждения будут только после того, как закончится дело Камилы Валиевой. Из справедливости по отношению ко всем спортсменам и Национальным олимпийским комитетам, было бы неправильно проводить церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине, так как, с одной стороны, в ней примет участие спортсмен с позитивной допинг-пробой, но, с другой стороны, нарушение ею антидопинговых правил не было установлено, говорится в сообщении. Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Чемпионами стали Марк Кондратюк мужское одиночное катание, Анастасия Мишина и Александр Галямов парное катание, Виктория Синицына и Никита Коцалапов танцы на льду, Камила Валиева женское одиночное катание. МОК организует достойную церемонию награждения, как только дело Камилы Валиевой будет завершено, говорится в заявлении пресс-службы. В Кремле отреагировали на решение СИЕС по Камиле Валиевой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о разрешении российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине, заявил, что вся страна желает ей выиграть, в Кремле рады, что она сможет и дальше соревноваться. Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду, мы желаем это каждому спортсмену. Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идет к своей мечте. Мы безусловно рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете, сказал Песков. Он также выразил надежду на скорое вручение Валиевой золотой медали по итогам выступления в командных соревнованиях Олимпийских игр 2022. Да, что касается нашей золотой медали, мы надеемся, что она будет скоро вручена. Хотя, конечно, какие-то там еще процедуры могут влиять, и будет активная работа со стороны наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться, отметил Песков. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала идиотским решение Международного олимпийского комитета МОК не проводить церемонию награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов во время игр в Пекине. Идиотское решение, они сами не подумали, что написали, но не будет награждения, но медаль-то отдадут и место у нас будут. Сволочи, это хамство в чистом виде, значит, церемонии не будет, потому что Валиева никуда с подиума не денется, сказала Тарасова. Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев отреагировал на решение исполнительного комитета МОК не проводить церемонию награждения призеров в командном турнире фигуристов. Решение СИЕС промежуточное, нам предстоит еще большая работа, чтобы отстоять интересы Камилы. Ей дали возможность выступить, потому что она находится под защитой МОК. Наши адвокаты и Олимпийский комитет России должны справиться с этой задачей. Вопрос с награждением временный, если по какой-то причине не будет награждения, то мы же все равно понимаем, что это наша медаль. Мы очень хотим, чтобы наши спортсмены занимали высокие места. Если займут весь пьедестал, то это вообще космический результат. Не будет награждения, ничего страшного, подождем, самое главное, отстоять наших спортсменок, наших граждан. Мы уверены, что Камила не имеет никакого отношения к запрещенным препаратам. Пожелаем нашим спортсменкам успеха, чем лучше они выступят, тем более явным будет доказательство, что наша школа фигурного катания развивается в правильном направлении.
Директор спортивной школы самбо-70 Ринат Лайшев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета МОК не проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Также МОК не проведет церемонию награждения фигуристок, если Камила Валиева войдет в тройку призеров. «Конечно, это издевательство и оттенок от международной обстановки, которые сейчас есть», — сказал Лайшев. «Все это печально и обидно. Наши спортсмены все равно молодцы и не должны расстраиваться, знать свое дело, защищать честь и достоинство нашей страны, понимать, что это не их вина. Это решение МОК – очередное дополнительное давление не только на Камилу, а на всех российских спортсменов. Какой-то беспредел происходит, они по-другому и не умеют». Олимпийский комитет России опубликовал официальное заявление в связи с решением спортивного арбитражного суда СЕС допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Олимпийский комитет России заинтересован в проведении полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с допинг-пробой 15-летней спортсменки. В соответствии с вынесенным коллегией решением все апелляции по данному делу были отклонены, а решение РУСАДА оставлено в силе. Таким образом, спортсменка может продолжить полноценное участие в Олимпийских играх без ограничений. В правовой позиции, изложенной в СЕС, Олимпийский комитет России, который выступал в данном деле в качестве ответчика вместе со спортсменкой РУСАДА, настаивал на том, что, с учетом всех имеющихся обстоятельств дела, решение об отмене временного отстранения абсолютно обосновано и полностью отвечает общеправовым фундаментальным принципам справедливости, добросовестности и пропорциональности. Юристы Олимпийского комитета России совместно с адвокатами спортсменки доказали, что решение РУСАДА должно быть оставлено в силе, а за спортсменкой сохранено ее законное право участвовать в Олимпийских играх. Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт также был отдельно отмечен коллегией при вынесении решения. Олимпийский комитет России продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем, мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки. Олимпийский комитет России заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу, говорится в заявлении. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА осталось разочарованным решением спортивного арбитражного суда СЕС в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. ВАДА, в свою очередь, утверждает, что Кодекс организации не допускает исключений для несовершеннолетних в отношении обязательных временных отстранений. По мнению ВАДА, коллегия СЕС решила не применять положение Кодекса ВАДА в деле Валиевой. ВАДА также обвинила РУСАДА, что оно не отметило допинг-пробу Валиевой в качестве приоритетной для лаборатории, поэтому лаборатория не знала, что образец российской фигуристки необходимо было протестировать перед играми в Китае.